Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как рассчитать количество воздушных петель для определенного размера подошвы. Кстати, у меня есть видео, как вязать именно такую подошву, как у меня. Для этой подошвы я набирала 17 воздушных петель. Дальше берем линеечку и измеряем. Размер подошвы у меня 10 сантиметров. Дальше нам нужно измерить, сколько в 1 сантиметре воздушных петель. Прикладываем линейку. У каждого может быть свое значение, смотря из какой пряжи вы вязали. У меня в 1 сантиметре 3 воздушные петли. Я хочу, например, связать подошву 11 сантиметров. Так как у меня эта подошва 10 сантиметров, нужно прибавить еще 1 сантиметр. А в 1 сантиметре у нас 3 воздушные петли. Получается, что к 17 мы прибавляем 3 воздушные петли. Получается, что нам нужно набрать 20 воздушных петель для подошвы 11 сантиметров. Для подошвы, например, 12 сантиметров, нам нужно к 17 прибавить 6, так как 6 воздушных петель будет 2 сантиметра. Это получается 23 воздушные петли на 12 сантиметров нам нужно набирать в начале. Я думаю, что следующий вопрос у вас возникнет, как же вязать дальше. Например, 20 воздушных петель вы набрали. А что же делать дальше? Сколько столбиков без накида, столбиков с накидом вязать? Итак, вы набрали 20 воздушных петель. Одну петельку мы пропускаем и со следующей второй начинаем вязать. А какое количество столбиков вязать, я сейчас вам расскажу. Мы набрали 20 воздушных петель. Одну петельку мы пропустили в начале ряда, минус 1. Получается, у нас 19 воздушных петель осталось. 19 мы должны поделить на 2. Так как оно ровненько на 2 не делится, остается 1. Этот одну петелечку мы оставляем на 1 полустолбик с накидом. Итак, у нас получается, мы вяжем 9 столбиков без накида. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше вяжем 9 столбиков с накидом. Итак, 20 столбиков с накидом мы набрали, пропустили петельку, начинаем вязание. То количество столбиков, что я написала в последнюю, куда мы должны провязать 9 столбик с накидом, мы провязываем прибавление. Дальше мы вяжем 8 столбиков с накидом, 1 полустолбик и 9 столбиков без накида. В последнюю петельку, куда мы должны провязать 9 столбик без накида, мы также делаем прибавление. И дальше вяжем 2 соединительные петли. Первый ряд готов. Второй вариант, например, если у вас получилось четное количество петель. Вы, например, набрали 19 воздушных петель, одну пропустили и со следующей начинаем вязать. У нас получается 18 воздушных петель. Я также это количество делю на 2. Получается, вяжу 9 столбиков без накида. Дальше 1 полустолбик. И у нас остается 8 петелек. Вяжу 8 столбиков с накидом. Ну, естественно, не забывайте про прибавление в последние петелечки. Ничего сложного нет. С этим расчетом, я думаю, справится каждый. Это, наверное, математика 1 класса. Дальше, я думаю, у вас тоже возникнет вопрос, сколько вязать столбиков с накидом во втором ряду. Здесь также, это, наверное, еще легче, чем расчеты, сколько воздушных петель вязать. Итак, например, вы набрали 20 воздушных петель. От 20 просто отнимаем 4. Итого
16 столбиков с накидом нам нужно связать во втором ряду. Ну, естественно, вначале вы вяжете 3 воздушные петли. Это тоже считается за один столбик с накидом. Дальше 16 столбиков с накидом, прибавление, 17 столбиков с накидом, прибавление. В третьих и последующих рядах, если вы вяжете там больше подошву, вы вяжете на один столбик с накидом больше. Таким образом, в третьем ряду вы будете уже вязать 17 столбиков с накидом. Например, сколько вам вязать столбиков с накидом, если вы набрали 23 воздушные петли? Вы также от 23 отнимаете 4, получается 19, и вяжете 3 воздушные петли и дальше 19 столбиков с накидом. Опять прибавление, 20 столбиков с накидом, прибавление. В третьем ряду также 3 воздушные петли и на 1 столбик с накидом больше, получается 20 столбиков с накидом, прибавление, 21 столбик с накидом, прибавление. И так далее, если у вас подошва больше. Даже если, например, вы набрали там 14, 15, 16 воздушных петель, вы все равно отнимаете 4 и вяжете то количество столбиков с накидом во втором ряду, какое значение у вас показало. Например, 14 минус 4 – 10, там 15 минус 4 – 11. Части на носочке и на пятки остаются всегда неизменными. Изменяем только количество воздушных петель. Если вам нужно, например, связать такую подошву размером 9 сантиметров, то, как мы уже посчитали, что в 1 сантиметре 3 петли, вы просто от 17 отнимаете 3 петли, получается 14. Вам нужно набрать 14 воздушных петель. Ну и дальше все по той схеме, что я уже описывала. Если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов. Пока!